Самое разрушительное за последние 100 лет наводнение обрушилось на Дагестан. Погибли 7 человек, в том числе 4 детей и беременная женщина. Пострадали 50 тысяч. Затоплено почти 10 тысяч жилых домов. Целые села стерты с лица земли. Разрушены многоквартирные дома, автомобильные и железнодорожные мосты, дороги, электроподстанции. Местные жители написали 190 тысяч заявлений на оказание помощи. Настоящая катастрофа. Нету больше моста. Чем же ответили власти? Они прислали на место Супермена от «Единой России». Знакомьтесь, это депутат Государственной Думы единорос Султан Хамзаев. В Госдуме этот господин получает наши с вами деньги за то, чтобы представлять и защищать интересы жителей Дагестана. Но делает он это весьма специфически. Так, навязывал мне, не трогай. Да не надо тыкать. Тише, тише, что ж такое-то? Не надо тыкать, я сказал. Ты что задницей пристраиваешься? Я к вам спиной стою. Ты береги свою жопу, что ты пристраиваешься в заднице? Алексей Георгиевич, так, господин Хамзаев. Вы когда будете разговаривать, я стану возле вас и буду стоять возле вас тогда. Или вы заткнетесь, дадите людям говорить. Да мне самому здесь стыдно находиться. Я еще... Очень приятно. Султан Хамзаев делает мощнейшую заявку на победу в конкурсе на самого тупого и самого нелепого депутата. Вся его политическая карьера вращается вокруг двух вещей. Во-первых, он непрерывно предлагает Запретить. например, детское шампанское. Его Хамзаев сравнивает с детским кокаином. Или выражение «лежачий полицейский» он тоже хочет запретить. Потому что полицейский должен не лежать, а должен стоять четко и уверенно на ногах. Хамзаев требует запретить женщинам косметологию и пластическую хирургию. На его вкус все женщины выглядят слишком одинаково. Проблема же не в внешности, а в голове. Певцам Хамзаев запрещает выступать под фонограмму. Фанера должна быть запрещена законодательно. А конкретно для Димы Билана он еще и придумал административный штраф за нежелание жениться. В общем, целыми днями Хамзаев охотится за любыми новостными заголовками, получая при этом минимум 500 тысяч рублей в месяц, служебную квартиру и прочие депутатские блага. Партия – это люди. И в этой части важно, чтобы реакция и отношение и уважение людей к партии к людям было на том уровне, который показывает партия «Единая Россия». Ну и второй фронт Хамзаева развернут в Инстаграме. В запрещенной экстремистской социальной сети депутат ведет личный блог. Там миллион почти одинаковых видео в жанре «депутат осмотрел что-то». Там всегда пафосная музыка, антураж. Хамзаев с видом самого важного человека на свете заходит куда-то. Ну, вот тут, например, он осмотрел пирожки. Причем Хамзаеву совершенно не важно, что инспектировать. Можно коней в цирке, а можно и детей на школьной линейке. И когда затопило Дагестан, депутат, естественно, поехал осматривать и его. Султан Султанович, куда едете? Куда направляетесь? Во-первых, Трагедия, разрушившая жизни десятков тысяч человек, подарила депутату Хамзаеву материал аж на 23 ролика в Инстаграме. Красавцы, я считаю. Да? Никогда не забываем, кто нам помогает. Вот наш брат обещал помочь. Давай я скажу, смотри. Ребята красавцы, молодцы. По словам местных жителей, приехавший депутат ужасно мешался под ногами. Его просили уйти, но Хамзаев так никуда и не ушел и продолжил снимать свои ролики. Вот пост о том, как он привез строительные материалы для восстановления домов. Стройматериалами оказались несколько мешков строительного песка. В селе Мамедкала Хамзаев столкнулся с популярным блогером Михаилом Литвиным, который пожертвовал дагестанцам 2 миллиона рублей. Вместо благодарностей Хамзаев наехал на Литвина за то, что тот производит энергетики под собственным брендом. Поменьше, значит, там, вот, я знаю, там энергетики, прочее, да? Рекламу уберите. Другой блогер, чеченец Асхаб Тамаев, из-за угроз Хамзаева отказался от акции по дарению пострадавшим от потопа 20 квартир, потому что некий крупный застройщик выделил эти квартиры за рекламу, а Хамзаев сказал, что рекламировать ничего нельзя.
Надеюсь, он сам купит эти 20 квартир и от тебя их раздаст. Ну и главный дагестанский подвиг Хамзаева – это котенок. Идет, значит, депутат Хамзаев по затопленному селу и замечает котенка. Читаем пост. При 5-часовом обходе территории, пострадавшего от подтопления села, депутат Государственной Думы Султан Хамзаев услышал плач котенка из канавы. Хамзаев бросается в канаву, достает котенка и зачем-то обильно и много раз обливает его водой. Ле. Давай еще. Далее котенку посвящается еще несколько постов в Инстаграме. Это именно он, вот он ты наш. Рыжий шалопут. Стоит отметить, что жителей Дагестана постановочная акция с котенком действительно сильно впечатлила. Но совсем не так, как Хамзаев хотел. Его просто начали массово высмеивать. Хотел бы выразить свою благодарность Хамзаеву Бисултану. Ты меня спас. Честно сказать, я уже ни на что не надеялся. Бедолага, да? Смирись. Вы могли обратить внимание, что единорос Хамзаев человек крайне удачливый, и что героический полив котенка, что другие перформансы всегда попадают в объективы камер. Такому везению есть простое объяснение. У депутата есть личный оператор. Посмотрите на эти кадры, выложенные Хамзаевым с прорвавшейся дамбы на Гиджукском водохранилище. Оператор крутится вокруг Хамзаева, тот требует разобраться и вызвать виновных на ковер. А вот та же самая инспекция депутата, но записанная местным жителем. Видно, что Хамзаева снимает какой-то высокий парень с оранжевым айфоном. А вот выложенные Хамзаевым материалы, на которых он ругается с блогером Литвиным, пожертвовавшим несколько миллионов рублей пострадавшим. Ищем с другого ракурса, и вот тот же парень с оранжевым айфоном кружится вокруг Хамзаева. На другой записи из Дагестана он с телефоном в руках стоит после того, как отснял подвиги депутата на субботнике. Ну ладно, дело хозяйское, скажет кто-то. Хочет Хамзаев быть блогером, ну, видимо, нанял себе какого-то специального человека для этого. А вот и нет. Специального человека с айфоном Хамзаеву наняли вы. И вы его услуги оплачиваете. Парня-оператора зовут Ян Иванов, и он официально трудоустроен в Государственную Думу России как помощник депутата. В декабре 2024 и январе 2025 вы оплатили оператору Хамзаева больше 1 миллиона рублей. В другие месяцы он получает более 60 тысяч рублей в месяц. Думаю, в Дагестане многие позавидовали бы ему. Партия получит поддержку абсолютного большинства избирателей. Желаю нам всем с вами успешного проведения нашего сегодняшнего форума. Парень Ян явно талантливый, и талантлив он не только в операторском ремесле. Вот, например, глава Дагестана Сергей Меликов включил его, москвича, родившегося и живущего в Москве, в состав Общественной палаты Дагестана, ну, чтобы тот представлял там дагестанское общество. Другие члены Общественной палаты возмутились, отправили обращение в прокуратуру, и выяснилось, что организация, якобы выдвинувшая туда Иванова, вообще-то была ликвидирована за полгода до этого. Иванов вскоре после назначения был вынужден покинуть пост, но, правда, за те полгода, что он там просидел, он успел получить от главы Дагестана Сергея Меликова почетную грамоту за многолетнюю плодотворную работу. И в этой части эту работу нужно вести постоянно, как Единая Россия это делает. За партию президента, за Единую Россию. Иванова Хамзаев использует не только как оператора. На него переписывается и депутатское имущество. Вот в декларации Хамзаева бронированный микроавтобус Volkswagen, а сейчас он переписан на Иванова. Конечно, я учусь, смотрю вот на тех людей, которые в первую очередь эти стандарты сегодня держат. Слышим людей, сможем сделать. Единая Россия. А вот другой помощник Хамзаева, оплачиваемый гражданами России из бюджета. Он трудоустроен в правительство Дагестана на зарплату в 86 тысяч рублей в месяц. Это почти в 2 раза больше официальной средней зарплаты по региону. Его зовут Джамал Гаджиев, а по факту он просто водитель Хамзаева. Именно так он записан в телефонных книгах. А еще он фигурирует в утечках в качестве водителя микроавтобуса Chevrolet Express Van. Вот эта машина, на номерах которой табличка «Управ делами президента». Она припаркована у здания Госдумы. А вот из нее выходит и сам народный избранник. Если ты говоришь, например, о том, что надо не воровать, не воруй.
Покажи своим примером. На этого же водителя записали автомобиль Mercedes GLC. Его водит жена Хамзаева, Юлдуз Гибекова. На саму супругу депутата Хамзаева записали еще и Genesis G80 за 4 миллиона рублей. У старшего брата депутата в собственности внедорожник GMC Yukon. Такой, даже поддержанный, стоит 12 миллионов рублей. Автомобиль вроде как брата, но пользуется им почему-то сам единорос Хамзаев. Вот он сидит за рулем и рассказывает, как полезны блокировки интернета. Сейчас много проблем со связью, особенно в центре. И в этой части призываю всех к такому живому, правильному контакту, глаза в глаза. А вот он героически садится в эту машину, выходя из здания Госдумы. Это, между прочим, вторая американская машина Хамзаева. А до этого он публично обращался к руководству Госдумы с просьбой выделить ему простой российский автомобиль. Но, видимо, как-то не срослось. Пришлось ездить на американских. Машина хорошая. Новая и черная. Все. Еще пару дорогих машин мы обнаружили у родителей Хамзаева. Раритетный Bentley Green Label был записан на отца депутата. Эту машину Хамзаев выкладывал к себе в Инстаграм. А на матери мы нашли более свежий Bentley Continental GT. В сумме за обе машины около 10 миллионов рублей. Если ты можешь себе позволить, например, чтобы семья жила в достатке, ну пусть они живут в свое удовольствие, это нормально. Дорогие часы Хамзаев тоже обожает. Он носит Rolex Daytona за 2 миллиона 300 тысяч. И у него есть еще две пары Cartier за 480 и 300 тысяч рублей. Женщина рожает, мужчина добытчик. И последний, просто великолепный штрих к портрету народного избранника Хамзаева. Дело в том, что его на самом деле никто никогда никуда не избирал. И при этом он депутат. Смотрите, как так получилось. Единственный опыт самостоятельного участия Хамзаева в выборах был в 2016 году, когда он баллотировался в Госдуму от партии «Гражданская сила» по Псковскому одномандатному округу. И уже в то время Хамзаев вел себя как клоун. Он приходил на дебаты с лопатой и наручниками. Жители Пскова такой перформанс почему-то не оценили, и Хамзаев занял последнее, 12-е место. Из 222 тысяч пришедших на выборы за него проголосовали 1222 человека, то есть примерно 0,5%. Выбор есть, и выбирать надо головой в первую очередь, когда мы говорим про депутатов. А в 2021 году его фактически назначили депутатом. Тогда в Дагестане проходили очень скандальные выборы в Госдуму. Независимых наблюдателей выгоняли, избивали, и там полностью сфальсифицировали результаты. Там просто нарисовали 81% за Единую Россию. Хамзаев шел по списку 6-м номером. И даже с учетом чудовищных фальсификаций он не проходил. Голосов не набиралось, только первые 5 могли пройти. Выборы можно оценить максимально успешными, мягкими, открытыми, прозрачными. Но потом глава региона и друг Хамзаева Сергей Меликов отказался от своего места в списке, и его мандат в Госдуме перешел Хамзаеву. И таким вот причудливым образом, не спрашивая мнения никого в Дагестане, не учитывая интересы и вообще никого не спрашивая, дагестанцам насильно вручили этого горе-депутата. И теперь он ваш представитель и блюститель ваших интересов. А я думаю, люди более взрослого поколения знают этот зал прекрасно. И в сентябре этого года выборы в Госдуму пройдут снова. И партия Путина, Единая Россия, вновь попробует провернуть такие фокусы по всей России. Засунуть по Хамзаеву в каждый регион и потом сказать: а что, люди поддержали, всенародная любовь, и Единая Россия вообще-то популярна в народе. Она вообще не популярна. Дагестанцы, вы сами можете открыть соцсети и проверить, они презирают что Хамзаева, что главу региона Меликова. Они смеются над ними, они пародируют и не верят ни единому их слову. Я пострадал от наводнений? Да. Меня спасли? И то же самое происходит по всей стране. Единороссы, они везде одинаковые. И в Сибири, и на Урале, в Поволжье, на Кавказе, они все как под копирку. Наглые, проворовавшиеся, глупые и продажные люди, которым вы интересны только несколько недель раз в 5 лет, просто перед выборами. Все должны встать в единый строй и объединиться вокруг политического руководства.
Поэтому давайте, пожалуйста, сделаем все, чтобы испортить единороссам праздник. Плевать, что там Памфилова нарисует и объявит в сентябре. Цифры в протоколах не будут иметь никакой ценности и важности, если каждый человек будет знать. Эту партию никто не выбирал. Считать ее властью нельзя, они самозванцы. И они сидят на шее россиян и каждый день ухудшают вашу жизнь. Блокировки интернета, война, рост тарифов и цен на продукты – все это дело рук партии «Единая Россия». Агитируйте против них, делитесь этим видео, распространяйте другие факты и публикации о единороссах. И не давайте никому забыть об их преступлениях. И подписывайтесь на этот канал, здесь говорят правду.